Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся вязать красивый и необычный листик. В центре нашего листика находится вот такой объемный и интересный завиток. Давайте посмотрим, как наш листик по изнаночке смотрится. И так с лицевой стороны. Обращаю ваше внимание, что при выполнении листика мы использовали два вида пряжи: хлопковую и шелковую или вискозную. И вы можете выполнить точно такой же листик, только просто из хлопковой пряжи. Но в данном случае обвязочку вы измените и выполните ее в виде рачьего шага. Так изнаночка смотрится. Для работы нам потребуется крючок, хлопковая пряжа и вискозная пряжа. Начинаем выполнение нашего листика с 9 воздушных петель. Обращаю ваше внимание, что мы начинаем вязать, соединив два вида пряжи. Это хлопковая пряжа и вискозная или шелковая. И выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Выполнили. Далее мы выполняем 2 накида на крючок. От крючка отсчитываем 4 воздушные петелечки. 1, 2, 3, 4. И в 5-ю вводим крючок и выполняем столбик с 2 накидами незавершенный. Провязываем 2 накида. Далее выполняем 3 накида на крючок. 1, 2, 3. И в ту же петелечку вводим крючок и вяжем столбик с 3 накидами незавершенный. 1, 2, 3. Выполнили. Теперь все петелечки на крючке провязываем вместе. Далее мы работу с вами разворачиваем и вводим крючок под воздушные петелечки. И будем выполнять столбики без накида. 7 штучек. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее будем вязать столбики без накида вокруг наших воздушных петелечек. Обратите внимание, ввожу крючок под воздушные петли и выполняю. 1, 2, 3, 4 и 5. Связали. Далее последний шестой столбик мы будем выполнять в нашу самую первую воздушную петелечку. Аккуратненько ведем крючок и провяжем еще один столбик без накида. Вот таким образом. Работу разворачиваем. Мы с вами пропускаем вершинку первого столбика. В вершинку следующего столбика вводим крючок
и выполняем столбик без накида. Далее выполняем полустолбик. Далее столбик с одним накидом. В вершинку следующего столбика мы выполняем столбик, точнее 2 столбика с одним накидом. Раз. Два. Выполнили. И далее будем выполнять столбики с 2 накидами. Будем вязать 2 столбика в одну вершинку. Столбики с 2 накидами. И так будем выполнять 5 раз. Первый столбик и второй. Первый раз выполнили, опять столбик с 2 накидами. Первый и второй. Это мы с вами второй раз выполнили. Далее первый и второй. Третий раз выполнили. Первый и второй. Четвертый раз выполнили и последний, пятый. Первый столбик с 2 накидами и второй. Связали. Далее выполняем 2 столбика. Один столбик у нас будет с 2 накидами. И в эту же вершинку столбик с одним накидом. Далее выполняем столбик с одним накидом. Выполнили. И остается нам выполнить один полустолбик в нашу вершинку. Связали. Далее будем вязать столбики без накида по этой стороне. Выполняем 7 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее будем выполнять 5 столбиков без накида вокруг этого столбика. Разворачиваем работу и продолжаем. Раз, два, 3, 4, 5. Выполнили. И теперь мы будем вязать столбики в противоположном направлении. Прежде чем продолжить работу, давайте посмотрим, что у нас получается. Вот такой красивый, интересный завиточек у нас получается. И теперь мы будем с вами выполнять столбики в противоположном направлении. Выполняем одну воздушную петелечку и начинаем выполнение нашего ряда с самой первой вершинки. Выполняем столбик без накида, первый, далее второй, третий и четвертый. Далее вершинку этого столбика мы выполняем столбик без накида, полустолбик и сюда же провязываем столбик с одним накидом и разворачиваем работу,
чтобы нам было удобно дальше продолжать. Далее выполняем столбик с одним накидом и в эту же вершинку столбик с двумя накидами выполняем. Выполнили. Далее выполняем 4 раза по 2 столбика с двумя накидами. Выполняем первый столбик с двумя накидами и второй. Это первый раз. Далее второй раз. Третий раз. 2 столбика с двумя накидами. И четвертый. И мы с вами остановимся и посмотрим, что у нас получается. Вот наш завиточек, и мы продолжаем выполнение с вами наших столбиков. Продолжаем нашу работу, и далее мы выполняем столбик с двумя накидами, и в эту же вершинку выполняем столбик с одним накидом. Далее столбик с одним накидом. Далее еще один столбик с одним накидом в вершинку следующего столбика. Далее один полустолбик. И далее мы с вами вяжем столбики без накида до конца ряда. То есть каждую вершинку мы провязываем по одному столбику без накида. До конца нашего ряда. Таким образом. Нам совсем чуть-чуть осталось. Мы с вами довязываем столбики без накида. Выполнили последний столбик без накида. И теперь, прежде чем продолжить работу, смотрим, что у нас получилось. Вот такой красивый объемный завиточек у нас получился. И далее мы с вами пока убираем хлопковую пряжу, мы с ней работать не будем, а берем нашу шелковую или вискозную пряжу, разворачиваем нашу работу и выполняем одну воздушную петелечку подъема, и далее вяжем арочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. В вершинку следующего столбика вводим крючок и выполняем столбик без накида. Обращаю ваше внимание, я ввожу крючок, захватываю за дальнюю полупетельку. Опять арочка из 3 воздушных, захватываю за дальнюю полупетельку и выполняю столбик без накида. Арочка из 3 воздушных, столбик без накида за дальнюю полупетельку. И так я выполняю до конца нашего ряда.
таким образом выполняю просто арочки. И закрепляю их столбиком без накида. Обратите внимание, ближайшие полупетли все остаются свободными. Итак, я выполняю до конца ряда. То есть вот таким образом мы обвязываем до этой точки. Мы завершаем выполнение наших арочек и выполняем последнюю арочку из 3 воздушных. Раз, два, три. И столбик без накида за дальнюю полупетельку. И теперь переходим к выполнению следующего ряда. Обратите внимание, я теперь захватываюсь за свободную полупетлю, разворачиваю работу и выполняю столбик без накида. Хочу обратить ваше внимание, что наша воздушная петелечка, выполненная между рядами столбиков без накида, остается не провязанной. И теперь я, захватывая за свободные полупетелечки, провязываю столбики без накида в обратном направлении. Я выполню несколько столбиков. Мы посмотрим, что у нас получается. Вот такая красивая обвязочка у нас с вами получается. Мы с вами выполняем столбики без накида. И теперь нам осталось довязать наш ряд и выполнить последний столбик без накида за свободную полупетелечку. Далее мы соединяем наши 2 нити, вводим крючок в воздушную петелечку подъема, с которой начинался ряд арок. Захватываем 2 нити и выполняем соединительную. Вот таким образом. Далее мы с вами будем выполнять арочки и вогнутые столбики. Для этого мы выполняем 1 воздушную петелечку подъема. Немножко у нас ниточка расслоилась, нужно поправить. Выполняем 1 воздушную петелечку подъема и далее вяжем арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Далее выполняем накид на крючок и будем выполнять вогнутый столбик. Для этого мы с вами работу сначала развернем и посмотрим, куда мы будем выполнять этот столбик. Вот у нас с вами ряд разновысоких столбиков, и мы отсчитываем 1 столбик, 2, 3, вот, 4 и 5. Давайте я пока отпущу. Еще раз посмотрим внимательно. Это у нас с вами вот 2 столбика с 1 накидом. Нам нужен вот этот с вами столбик. Еще раз смотрим. 1, 2, 3, 4, 5 столбик. Можете немножечко вот так его оттянуть, чтобы хорошо было видно. И выполняем накид на крючок. Теперь нам работу нужно с вами развернуть. Вводим крючок вокруг этого столбика. И выполняем столбик с 1 накидом. Таким образом. Далее опять
арочка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И опять нам нужно отсчитать 4 столбика и в 5 ввести крючок. Мы опять работу переворачиваем для того, чтобы нам удобно это было сделать. Отсчитываем 1, 2, 3, 4 и вот 5 столбик. Опять я его немножечко вот так вытяну. Выполняю накид на крючок, ввожу крючок вокруг столбика и выполняю столбик с одним накидом, вогнутый. Выполнили. Далее выполняем еще одну арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И опять же выполняем все точно так же. Разворачиваем, отсчитываем 1 столбик, 2, 3, 4 и вот он 5. Опять его немножечко каким-либо образом фиксируем. Накид на крючок. Я ввожу крючок вокруг этого столбика и выполняю столбик с одним накидом, вогнутый. И прежде чем продолжить работу, давайте я остановлюсь, и мы посмотрим, что у нас получается. Не бойтесь помять свой завиточек, мы его потом обязательно поправим. Видно хорошо, весь завиток у нас получается сверху по лицевой стороне, а все столбики у нас вот как бы за работой. Мы продолжаем нашу работу. Выполнили 3 арочки из 5 воздушных петель. Далее выполняем 4-ю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И опять, прежде чем выполнить столбик, в данном случае он будет с 3 накидами, мы разворачиваем нашу работу и ищем, куда мы будем провязывать. Очень внимательно. Смотрите, отсчитываем 1 столбик, 2, 3 и 4. И теперь поднимаемся на ряд выше. И отсчитываем в эту сторону еще 1 столбик. И вот наш столбик, он в данном случае это столбик с одним накидом. Можно себя проверить. Далее идут 2 столбика, провязанные с общим основанием. Мы опять же каким-либо образом фиксируем. Можете даже маркером зафиксировать этот столбик. Я его вот фиксирую таким образом, немножечко оттягиваю. И придерживаю пальчиками. Арочка у нас готова. Далее я выполняю 3 накида на крючок. Ввожу крючок вокруг этого столбика и провязываю столбик с 3 накидами, вогнутый. 1, 2, 3 и 2 петелечки вместе. Выполнили. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Далее выполняю еще одну воздушную петелечку, над которой выполняю пико из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4 воздушные. Ввожу крючок в 5-ю петлю от крючка. 1, 2, 3, 4, 5. Вот она. И выполняю соединительную. Далее опять выполняем арочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. И выполняем столбик с 3 накидами, вогнутый, опять вокруг этого же столбика. Он у нас уже с вами хорошо виден. Захватываем нить и провязываем. 1,
2, 3 накида и 2 вместе. Давайте посмотрим, что у нас получается. Опять не бойтесь помять наш завиток, мы его потом обязательно поправим. Давайте изнаночку посмотрим. И продолжаем работу. Опять выполняем арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И опять ищем наш столбик, под который мы будем провязывать. Отсчитываем 1, 2, 3, 4. И вот наш 5-й столбик. Опять его фиксируем. Накид на крючок, вводим крючок вокруг этого столбика и выполняем столбик с одним накидом, вогнутый. Выполнили. Далее выполняем еще одну арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Опять разворачиваем нашу работу и ищем наш следующий столбик. 1, 2, 3, 4. И вот наш 5-й столбик. Опять его немножечко оттянем, вот так, фиксируем. Накид на крючок. Вводим крючок вокруг этого столбика и выполняем столбик с одним накидом, вогнутый. Выполнили. Давайте опять перевернем наш листик, смотрим, что у нас получается. И нам теперь с вами остается выполнить арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5 и завершить наш круговой ряд. Для этого мы вводим крючок в первую воздушную петелечку подъем и выполняем соединительную. Вот такой необычный ряд столбиков, вогнутых арочек у нас с вами получился. Это лицевая сторона. Мы обязательно с вами потом наш завиточек поправим, обвязочку поправим, все-все. И так наша изнаночка смотрится. Мы приступаем к выполнению следующего ряда. Это будет ряд столбиков без накида. Выполняем одну воздушную петелечку подъема и под арки из 5 воздушных петель мы будем провязывать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вершинку столбика провязываем 1 столбик без накида. И опять под арочку 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вершинку столбика 1 столбик. И так провязываем еще 2 арочки из 5 воздушных. Мы с вами выполнили по 6 столбиков без накида под каждую арочку и по 1 столбику без накида в вершинку каждого столбика. И продолжаем работу. Под арочку из 3 воздушных мы выполняем 5 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4 и 5. Далее в наше пико из 4 воздушных мы тоже провяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И опять под арочку из 3 воздушных 5 столбиков без накида. 1,
2, 3, 4 и 5. Далее вершинку столбика предыдущего ряда провязываем 1 столбик без накида. И далее у нас арочки из 5 воздушных, и мы выполняем точно так же, как и на противоположной стороне. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте еще раз перевяжем, немножко расслоилась наша нить. Так, мы выполнили 1, 2, 3, 4, это 5 и 6 столбик. И вершинку не забываем провязывать 1 столбик без накида. И так выполняем с вами до конца ряда. Мы завершаем наш круговой ряд. И напоминаю, под арочки из 5 воздушных мы выполнили 6 столбиков без накида. И вершинку каждого столбика предыдущего ряда мы выполнили по 1 столбику без накида. И мы завершаем наш круговой ряд, вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. И прежде чем приступить к выполнению следующего ряда, мы с вами более подробно остановимся на обвязке. В данном случае мы с вами хлопковую нить уже можем обрезать, она нам больше не понадобится, а будем продолжать обвязочку нашей шелковой или вискозной нитью, какую вы выберете. Если же вы выполняете работу просто хлопковой нитью, то после столбиков без накида вы выполните просто ряд арочного шага. Мы продолжаем работу и будем выполнять обвязочку. Обвязку мы выполняем точно так же, как с вами выполняли на нашем завиточке. То есть выполняем 1 воздушную петелечку подъема и далее выполняем арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Обращаю ваше внимание, крючок на более тонкий мы не меняем. И вершинку нашего столбика без накида опять же захватываемся за дальнюю полупетлю. Я немножечко оттяну наш столбик, чтобы хорошо видно было и переднюю, и заднюю полупетлю. Вводим крючок и выполняем столбик без накида. Итак, выполняем наши арочки из 3 воздушных и столбиков без накида по всему контуру нашего листика, то есть до конца ряда. Так аккуратненько, не спеша, 3 воздушных и столбик без накида за дальнюю полупетлю, 3 воздушных и столбик без накида за дальнюю полупетлю. Вяжем до конца ряда. Мы завершаем наш ряд арочек и вяжем последнюю арочку из 3 воздушных. Вводим крючок в первую воздушную петелечку подъема, выполняем соединительную. Наш круговой ряд завершен. И вот посмотрим, что у нас с вами получилось. Чем интересен этот листик, на каждом этапе работы вы можете остановиться, и у вас получится интересный, красивый элемент. Мы продолжаем нашу работу и разворачиваем наш листик. Вводим крючок в свободные полупетли. В данном случае это свободная полупетля соединительной. И выполняем столбик без накида. Немножечко нить подтягиваем при этом. И будем выполнять столбики без накида
провязывая за свободные полупетли. Давайте выполним несколько столбиков. И далее вы продолжите самостоятельно. Арочки можно наклонить немножечко вперед, чтобы они нам не мешали. Ну и затем поправим. Вот хорошо видно, мы выполнили столбики без накида. И так выполняем до конца нашего кругового ряда. Мы завершаем выполнение нашего ряда столбиков без накида. И у нас с вами остается последняя не провязанная полупетелечка. Выводим крючок в нее, выполняем столбик без накида. И для завершения ряда мы вводим крючок в вершинку столбика без накида, провязанного в начале ряда, и выполняем соединительную. Немножечко нить подтягиваем. Наш листик завершен. Нить мы можем убрать пока на изнаночную сторону, а затем ее спрячем. И посмотрим, что у нас с вами получилось. Такой красивый, ажурный, абсолютно необычный листик у нас с вами получился. В центре у нас завиточек. Использовали мы два вида пряжи при выполнении этого листика. Так смотрится изнаночка. И так наш листик выглядит по лицевой стороне. И можно выполнить точно такой же листик, как мы уже с вами говорили, просто из однотонной пряжи, обвязав его при этом рачьим шагом. Творческих вам успехов!